Ну что, привет, друзья! Вы на канале Железный Клад. Меня зовут Владимир. С грехом пополам добрались еще до одной заброшенной деревни. Она уже была покрупнее предыдущей. Ну, правда, не знаю, предыдущая или будущая. Не знаю, в какой хронологии буду выпускать видео. Езжу я тут 2 дня уже по району. Сейчас как-нибудь доберемся. Образовалась деревня тоже где-то в середине 18 века. Или 17-го. 1722 не все значится, но я не склонен доверять такой информации, поскольку, реально, не может быть так, чтобы в один год сразу там 6-8 домов появилось. Все равно стояли починки какие-то небольшие. Люди здесь жили и до этого тоже. Давайте сейчас зайдем в такой красивейший огроменный домино. Посмотрим, что он из себя представляет. Печку вижу. Печка еще не упала. Так, интересно, с какой стороны. О, посмотрите, кольцо. Значит, лошади были. Это специально, по всей видимости, привязывали лошадей на такое вот кольцо рядом с домом. Так, вход с другой стороны, что ли? Нет, это не вход. Да, с другой стороны. Ого! Ого-го! Ничего себе! Сколько тут всего! Посмотрите. Пристыл. Пестерь. Какой хороший. Вообще. Заглядение. А не рюкзак. Так. Лукошки. Какие интересные. Какой сапог интересный. Тканый верх. Я таких не видал. Сумка. Смотрите, лукошечки. О, видимо, пытались берестой отремонтировать. Само лукошко из дранки. Из дранки вообще очень много. О, вижу, я вижу. Блин, туда, наверное, никак не попасть. Там вот, значит, корзинка из соломы плетения. Я такую уже находил в этом районе. Ну вот, это тоже что-то похожее очень. Да, еще одна из дранки. И тоже ручку пытались берестой отремонтировать. Или изначально так делали. О, много вил. По всей видимости, сено готовили. Заготавливали очень много. Грабли ломаные. Так. Тут у нас что, серп? Да, серпы. Молота не хватает только. Пыжи картонные. Ага, значит, охотник был. Вазелин. А там что-то внутри. Железное. О, полы тоже вздыбились. Ну, здесь весь дом, я так понял, приопустился. Немножко. Да. Я так понял. Это вот и есть пыжи. Какие-то бусы висят. Стеклянные. А, это от елки. Понял, елочные игрушки. Точильный камень. Да, домик уже тоже видавший виды. Так, тут у нас мост
Огроменный, огроменный просто мост. Да. Много литературы. О! Дуга конская лежит. Ну, лошади здесь, конечно же, были. Так. Сундук какой-то интересный. И еще один. О, да тут вообще лом всего. О, посмотрите. Это, я так понимаю, часть конской упряжи. По всей видимости, лошади здесь до последнего были. Еще один сундук. Тоже старинный. Железом обитый. Да, здесь ключик-то не маленький. Должен был быть. Хомут конский. И прялочка. Прялочка с точеной ножкой. Да. А сама верхняя часть была как вставыш сделана. Интересно. Интересно очень. Часть наличника от дома. Море всего. Так, эта дверь не открывается. Давайте попробуем с другой стороны зайти. Так. А, я аж так и не посмотрел, конечно, что за книги здесь. Молодая гвардия, 89-й год. Человек и закон. Это какие-то дневник какой-то, что ли. Так, непонятно. Человек и закон, да, их целыми подшивками. Тоже 89-й год. Тут что-то застряло. По всей видимости, выписывали. Журналы. Крестьянка. Много, конечно, раньше много выписывали. Газеты. Что за газета? Сотворение сказки. Знамя. Тоже 89-го года. Хранили прямо, посмотрите, сколько тут газет. Все это хранили. Можно было легко взять какую-нибудь газетенку, перечитать. Ну или печку ей растопить. Тоже как вариант. Ага. Все полы вспучило. Да, кто-то, видимо, пытался тут прибираться. Вещи еще висят. Кепка. Чьи-то носки. Расчески. Тут прямо целый стол накрытый. Ну, по всей видимости, очень-очень давно накрытый. Какие-то интересные рюмочки синего цвета. Чайничек. Ну, это советский. Да. Я так понял, здесь кухонька была. Печечка русская. Прямо с двумя глазиками. Печурочки такие были сделаны.
Тут у нас вторая часть дома, я так понял, жилая была. Да, сделана небольшая печечка. Тоже все это подняло. Документы еще, посмотрите, остались. Удостоверение члена колхоза. Кировская, Подосиновский, Красный Зем какой-то. Так, а это что? Технический паспорт мотоцикла, мотороллера. Восход 3 1980 года. Документы. Вдруг у кого-то есть такой. Присвоен номерной знак. Шилов Павел. Да. Очень интересно. Пособие комбайнера. Пособие комбайнера. Тут тоже еще море литературы. Обувь, вещи. По всей видимости, здесь шкаф стоял. Из него все выбросили. Возможно, шкаф забрали с собой, когда переезжали. А возможно и нет. Какая-то открыточка интересная. С днем рождения. Уважаемая Татьяна Андреевна. С 80-летием поздравляем. Счастья, радости желаем. Жить желаем до 100 лет. Не болеть и не стареть. Поздравляем, Михаил и Любовь. Интересно. Тоже открытки поздравительные. Газеты. Что-то какая-то интересная. Такая толстая, большая газета. А, тоже знамя. Да. Апрель 2003 года. Ух ты! Чуть не наступил на посуду. Ух ты! Какая интересная. Что это такое? Какая интересная посуда. Так, это все из столовой. Из столовой. И это тоже из столовой. Да. Так, сейчас попробую, посмотрю. О, я что-то сразу-то не заметил. Посмотрите-ка. Тут фотография хозяина висит. Не обратил внимания я совершенно. Да. Сказали мне, как вот такие фотографии делали. Рассказали. Один из подписчиков. Сам я никогда такого не видел. Но это, оказывается, ретушь с фотографией. С настоящей. Так, надо как-то попасть на чердак. Посмотреть, что в этом доме осталось. Дома здесь старые. Давно стоят на своих местах. Ну что, забрался. По досочке аккуратненько прошел. И я вам хочу сказать, здесь очень много всего. Очень много. Помимо посуды и вещей. Различные литературы. Много очень тюриков для ткацкого станка. Один за одним. О, этот даже еще, посмотрите, с ниткой намотанной. Где-то в прошлых видео или в будущих я показывал или покажу, как все это дело выглядело, как на тюрике наматывалась ткань. Ой, ткань, нитка.
Так, тут у нас получается, да, прялочка домашняя. Хороша, легонькая. Смотрите, была сделана очень интересно. Одним куском древесины. Вот такая прялочка. Их часто делали из двух кусков, то бишь делали донце и основную часть раздельно, и в этом месте соединялось. А это сделано из одного куска. Это значит что? Это значит, что делали такую прялку из самого ствола. Вот эта вот часть, скажем, была стволом, а вот эта вот часть была корнем дерева, уходящим в сторону. Так вот их вырезали, делали. Ага, мотовила. Мотовила. Это хорошо. Так. Тут у нас, я так понял, это наличники резные остались от дома. Хорошо, что их сложили на чердак. Может быть, кто-то потом приедет, заберет. Ух ты! Так, вот у нас сами запчасти. Так, это уже от прялки, получается, бобинки от механической. Так, тут у нас, значит, нитни и бердо. И тоже, посмотрите, уже с заготовкой. О, какая качественная. Это уже не на половичок. Я бы сказал, это уже очень хорошая ткань, из которой можно что-то сделать. Ниточка уже тоненькая, посмотрите, какая. Хороша. Их тут очень много. Вот самого ткацкого станка здесь, к сожалению, нет. Но остались от него серьги. Вот это вот серьги. Это получается на 4. Да, на 4 нитня. А это значит, что ткацкий станок, скорее всего, был под метровую ширину, то бишь под хорошую ткань. Уже под деловую. Так. Вижу я тут вот. Это у нас, по-моему, трепало называется. Вот как. Тоже тоненькое такое, хорошее, интересное. Как меч. Кладенец. Тут вот еще навои ткацкие. И навилка. Правда, не резная, но все равно. Жаль, самого ткацкого станка я не вижу. Досада. По всей видимости, он хорош был. Еще что ли одно трепало? Нет, просто какие-то палочки. Да. Ну, интересно, много всего. Занимались здесь, значит. Ну и прялки, посмотрите. О, решето какое. Огроменное. С подвесом. Легонькое. Все верно. Делали его из этого, из луба. А он довольно легкий. Так, сундук еще один стоит. Наверное, не пойду уже до него. Домов здесь очень много. Я думаю, в других домах тоже будет попадаться что-нибудь интересное. Давайте пойдем дальше. По всей видимости, баня была довольно большая. 2 окошка в ней. Вот почему тут такая большая баня. О, с печкой. Нифига себе.
Чистенькая такая. Но видно, что баня не старая. Новая практически. Из таких бревен толстых сделано. Так. И колодец. Вода-то совсем недалеко. Но уже, к сожалению, не питьевая. Так, двигаемся с вами дальше. Тоже дома в деревне интересно стояли. Каждый отдельно, наподобие отдельных хуторов, таких вот были сделаны. Где-то побольше, где-то поменьше. Интересно. И да, друзья, не забывайте подписываться на канал, а то у меня по статистике 150 тысяч постоянных зрителей и только 20 тысяч подписчиков. Вот тут банька была. Интересно. Так. Вода здесь очень близко. Колодцы, наверное, у самого дома стоят. Смысла их куда-то далеко убирать не вижу. Искать воду или еще что-то. В соседнем доме вон в метре вода. Интересно, какой-то сундук. Тоже железом обитый. С росписью. Непонятно, правда. Все уже подвытерлось. Ага, пункт приема стеклотары. Стол домашний. Ух ты. Что-то тут происходило. Что-то тут происходило. Весь потолок черный. Видимо, печка коптила сильно. Не заморачивались переборкой. Да. Все дома абсолютно пятистенки. Буфетик. Самый что ни на есть обычный. Так. Сиденье от мотоциклов. Минск. Но в хорошем состоянии. Практически новые. Одно там только рвано немножко. А это хорошее еще. О, друзья, да. Тут еще что-то осталось. По крайней мере. Ого! Ничего себе, буфетик какой! Интересный. Красивый. Правда, тоже немножко испачкали желтой краской. Какие ручки интересные. Так, тут у нас фотографии остались от прежних хозяев. Интересно. Да. Фотографии жалко не забрали, конечно. Ну что поделать? Возможно, хозяин здесь один доживал. Может быть, даже и сыновей не осталось. И дочерей. Так, давайте попробуем подняться на чердак. Посмотреть очень мне хочется найти здесь ткацкий станок какой-нибудь красивый.
прялка домашняя. Да, какие-то изделия есть. Много прялок. О, швейка. Швейка резная, красивая. Прялочки домашние тоже. 2-3 штуки получается тут в доме. Зачем столько много? Непонятно. Ого. Вот это я люблю. Вот это я люблю. Смотрите, такая плошечка была вырезана, деревянная. О, нравится мне посуда деревянная. Это вообще офигенно. Красотень. Швеечка тоже, конечно, хороша. С резьбой. С такой. Так. Конская. Запчасти от конской упряжи. А точнее клещи лежат. Да. Потолки, по всей видимости, сняли. Или они провалились. Непонятно. Кровать стоит старая. Ну и все. Огромнейшая просто деревня. Дом рядом с домом. Вообще это... Ну как вот хозяйства здесь располагались, вообще непонятно. У меня будет сбоку, у тебя будет сзади дома. Клеть небольшая. Ой, клеть. Веранда. Да, тоже тут уже домик покосился. Точнее, хлев. О, первое плетение из ивы вижу. Ни одного еще не попадалось. Сетка была сделана для травы, для переноски. Там вот еще одна вдали. А то совершенно тут не попадалось ничего. Очень как-то это странно было. Ну хоть что-то. Еще одна веранда. Небольшая. О, да. Тут, по всей видимости, кто-то держал пасеку. Рамки для ульев. Ух ты. Тут вообще еще дом хорошущий. Кровати стоят. Лопата хлебная. Какая-то интересная. Зачем-то проволока намотана. Игрушечный автомат. Это, я так понял, какой-то проигрыватель был. Наверное, для пластинок. Электросчетчик, посмотрите. Не старый, уже с автоматами.
Ну да, вещей немного в доме. Печка. Русская печка. Как-то тоже интересно было сделано. Смотрите, отдельно была такая вот ниша сделана. Зачем? Непонятно. А сама печь. Сама вот печь очень большая, а вход очень маленький. Как-то это очень странно. Так. Не знаю, попасть ли здесь на чердак. Но видно, что дом не очень старый. Вряд ли здесь что-то попадется. Так, опять потерялся. Наверное, в эту сторону где-то был вход. Сейчас посмотрим. О, тут все обрушилось. Тут, наверное, туалет был. А, вот оно как. Так, ну что ж, загляну. Заглянул на чердак. Абсолютно пусто, как я и думал. Какой буфетик тоже интересный, посмотрите. Резные вставки были сделаны. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Некоторые дома уже в очень плачевном состоянии, что в них даже не зайти. Уже и крыши разрушились. Но много домов хороших, интересных еще вижу. Так, там вот домик. Непонятно, вот улицы нету. Одни дома туда уходят, другие дома в ту сторону уходят. Так вообще, как они тут жили? Некомфортно ведь? Ну или может быть мы просто привыкли то, что у нас есть улицы. А они привыкли по-другому. Друзья, посмотрите, какой особняк. Двухэтажный особняк. Огроменный домина, двухэтажный. По всей видимости, здесь жил какой-то купец, возможно. Посмотрите, вид открывается вообще из этого места прямо на всю округу, всей деревни. Вообще шикарный дом. Это вообще просто... Давайте мы зайдем в него. Начал я специально с такого вот вида. Посмотрим, что это за дом. Наличники уже красивые сделаны. Дом не закрыт. Вроде. Так. О, намордник для теленка. Ух ты. Радиоприемник. Разобранный. 1981. Таня. Интересно. Да, разобрали. Зачем разобрали? Такие надо в ремонт отдавать. Ремонтировать сразу. Коса горбуша лежит. Пытались перемотать алюминиевой проволокой. Ага.
корзинка сделана из дранки. Тут, по всей видимости, мост был. Наверное, вход в хлев. Сколько тут места. Много. Да, хлев. Большой какой. О, да тут ни одна корова поместится. Да, темно здесь, конечно. О, наконец-то нашел. О, не убрать. Ладно. Жорнов. Из гранита. Нифига себе. О, да. Ну, значит, мололи зерно. Все, я искал. Думал, найду, не найду. Нашел. Значит, все-таки мололи зерно. Бредень стоит. Хороший. Может, даже еще и не гнилой. Посмотрите, тут на входе половичок тканый. Да, в доме, видимо, уже... Да, дом начал проваливаться. Пол уже весь вздыбило. Но видно, что домина огроменный, потолок под 3 метра. Офигеть. Да, в таком доме я впервые. Был я в одном доме купца, но там он был чуть-чуть поменьше. Так, тут полы совсем не крепкие. Тут вот еще держатся. Тут видно, что провалились. Как-то тоже интересно было сделано. Посмотрите, это получается, тут люк в подпол был сделан. Обычно голбец делают, а здесь прямо люк. И картина висит. Олени. Да, такой бы домик подремонтировать. И можно в нем жить. Так, это вот такой вот огромный мост был. Просто огроменный. О. Да, самому просто вот гляжу и не наглядеться, сколько места тут. Ух ты. Интересный какой тоже. Ключик даже есть. Буфетик такой. Ну, он, походу, составной был. Это просто верхняя часть. А нижняя получалась... Это, наверное, для письма даже. Типа столешницы такой было сделано. Интересно. Всякая мелочевочка. О, посмотрите. Тут реально можно жить. Сюда, наверное, возможно, еще кто-то даже и приезжает. Тут чисто прибрано все. Дрова, я бы сказал, не старые. Интересно. Так, это отдельно подтопок вот был сделан для печки. А вот это вот сама русская печь. Посмотрите, какая красавица. Вообще, прямо с такими выемками тут все, с окантовками. Блин, да ей тут не знаю сколько ей лет. Сотен лет.
Офигеть, тут палати были. Они уже, я так понял, сняты. Да, какая-то часть палати снята. Тут кухонька была. Красота. Да, таких печей я не видел. И смотрите, вот еще тоже здесь в печке также было сделано. Ниша такая сбоку. Интересная. Да. Часы. Янтарь. Календарь 2002 года. Еще даже цветы стоят. Нет, цветы. Все засохло. Ого. Нифига себе. Это каких же годов фотография? Посмотрите, в попахах. Возможно, это хозяин. Ничего себе. Так. Ладно. Очень большой дом. Просто огроменный. Тоже интересная штука. Старенькая уже. Так, давайте сходим. Очень мне хочется на второй этаж сходить. Надеюсь, мы сможем туда попасть. Но в доме темно. Да. Темновато. Так. Тут, я так понял, сеновал был. Тоже большой какой. Прялка. Ломаная, правда. Стол домашний. Тоже посмотрите перекрытие. Не знаю, видно, не видно будет. Перекрытие было сделано берестой. Тут какие-то предметы быта. Мотовильце небольшое. Какая-то подушечка. Еще одна. Для чего это, интересно? Это, наверное, что-то для конской упряжи. Да. Так. Ткацкий станок там стоит. Сейчас мы его посмотрим. Так, тут не крепко совсем. Да, тут много всего скидано. Лыжи самодельные, деревянные. Кровать. Хозяйская, наверное. Так. Ткацкий станок там вот стоит. Очень интересный. О, боже мой! Нашел резной. Нашел ткацкий станок с резьбой. О, блин, да тут вообще... Это у нас... О, подсветец. Корыца сделана. Здесь стояла палка. Ну, на ней был светец железный. И туда лучинки вставляли, сюда воду набирали. Ну и чтобы не сжечь. Вот он. Вот он, друзья. Посмотрите, какая красота. Да. Ткацких станков резных я еще ни разу не находил, но теперь нашел. Блин. Он с лавкой. Посмотрите, какая прелесть. Красота.
Резной ткацкий станок. Как же я тебя давно искал. Оголовников нету. Жалко. Буду сейчас их искать. Возможно, они где-то тут. Обычно вот оголовники эти очень как бы расписные были. Ну, точнее, с резьбой их делали. Так. Тут их нет. Навой вот тут лежит. От ткацкого станка, от этого. Все на место. Вот. Так. Он еще и под выемку был сделан. Интересно. Передний как раз навой. Так. Прям. У меня прямо радости полные штаны. О, комната. Ого. Вот это вот комната, второй этаж. Красота. Тут видно, что была библиотека. Книжки читали. О, фонарь. Да, фонарь для свечки. Красотень. Сколько же тут всего. Много литературы. Книги, целая библиотека тут. О, а бревна-то посмотрите, какие. Все полированное. Вообще. Да. Точильный камень. Так. Офигеть. Да, ну тут, видимо, в последнее время сюда просто вещи какие-то скидывали. А это что? А, крышка. Просто крышка. Так. Сейчас попробую пройти вправо. Возможно, там от ткацкого станка оголовники остались. Где-нибудь здесь вот. Ага. Так. Значит. Ага, тоже с резьбой, посмотрите. Ого! Нифига себе! Да, красота. Ага, а вот и оголовники от ткацкого станка. О, тоже резной. И тоже с резьбой был сделан. Одинаковые. Сделано неудобно, конечно. Под ручку. Не под руку. Так. Тут что-нибудь есть у нас от него или нет? Нет, не вижу. Тут ничего от ткацкого станка не осталось. Ага, педали остались. Так, друзья, я выключусь ненадолго. Пойду соберу ткацкий станок. Очень хочется мне на него посмотреть именно в собранном состоянии. Да, друзья, к сожалению, многих уже запчастей для ткацкого станка не найти. Навой, вот, набилки, бердо, нитни. Заднего, получается, навоя не смог найти. Где-то его нету. Подвеса нету. Педали лежат, но их как бы цеплять их не к чему. Ну а так вот, посмотрите,
Вот так вот он выглядел. Резной, с резьбой. Набилки делались. Вот очень хотелось еще найти, чтобы вот этот вот верхний оголовник от ткацкого станка тоже обычно делают резным. Вот здесь не резной, но сама станина с резьбой, с очень такой хорошей. Очень хорошо она выделяется. Не мелкая, не просто врезь какая-то, а именно, что выборка такая хорошая, качественная. То бишь, если одну деталь испортил, все, считай, можно по новой все переделывать. Вот. Вот такая вот красотень мне попалась. Первый раз, сколько вот я путешествую по заброшенным деревням, первый раз мне попалась такая вот красивая вещь. Ну что, друзья, я думаю, на этом видео на сегодня стоит закончить. Я пойду прогуляюсь еще по деревеньке, посмотрю, может быть, что-то попадется интересное. Ну а вам всем привет от канала Железный Клад и до новых встреч!